Рад всех приветствовать. Двигатели 1.4, 1.6 HDI TDCi. Это турбированные дизельные двигатели с системой впрыска Common Rail, разработанные во Франции на концерне Peugeot Citroën, но устанавливались по лицензии, кроме Peugeot Citroën, на массу других автомобилей, таких как Ford, Volvo, Mazda, Suzuki, Mini Cooper и Toyota. В двигателях использован алюминиевый блок с чугунными гильзами. Стоит сказать, что каналы охлаждения вокруг цилиндров хорошо развиты, но все же случаются перегревы из-за близко расположенной турбины к радиатору, особенно если с нее снят тепловой экран, а радиатор забит пухом или другим мусором, что часто бывает. Топливная система устанавливалась трех типов: Bosch, Siemens и Denso. Система Bosch более надежная и ремонтопригодна. В системе Siemens использованы пьезофорсунки, которые более чувствительны к плохому топливу. Визуально быстро отличить их можно по наличию подкачивающей груши, которая устанавливалась на системе Bosch. На Siemens использован электрический подкачивающий насос. Система Denso очень надежная, но дороже остальных в ремонте. 1.4 является уменьшенной копией двигателя 1.6. У них разные блоки, отличаются ход и диаметр поршней. В системе подачи воздуха использован интеркулер, который устанавливался в зависимости от марки автомобиля, и также на Peugeot Citroën применялся дозатор воздуха, который очень ненадежен и выполнен из пластика, который легко сломать. Еще выпускной коллектор сделан из пластика, который может трескаться и подсасывать грязный воздух через эти негерметичности, поэтому будет нарушена топливная смесь из-за неправильного расчета всасываемого воздуха, что приведет к повышенному расходу топлива. На двигателе 1.4 устанавливалось два типа турбин с постоянной и изменяемой геометрией. На 1.6 только с изменяемой геометрией. В системе подачи масла к турбине установлен сеточный фильтр грубой очистки на штуцере. В случае его забивания примесями на турбину подается недостаточное давление, и турбина может выйти из строя раньше положенного срока. В головке блока установлены гидрокомпенсаторы на 8 или 16 клапанов. В приводе ГРМ используется ремень. На 16-клапанных версиях еще используется цепь, которая приводит в движение второй распредвал, и в ней применен небольшой натяжитель. Эта цепь не очень надежная, и даже при небольшом растягивании сбиваются фазы впрыска, и двигатель теряет мощность и может плохо запускаться. Эта проблема очень плохо диагностируется. На двигателе 1.6 используется двухмассовый маховик, цена которого примерно $250. На 1.4 обычный маховик. На обеих двигателях стоит шкив генератора с резиновым демпфером, и если вы слышите при работе глуховатый стук в нижней части двигателя в районе ремня ГРМ, то шкив требуется заменить. Еще одной легкой неприятностью на этих моторах является топливный фильтр, который неразборной, и цена его около $25. В системе смазки использованы масляные форсунки для поршней. При ремонте двигателя нужно обратить внимание на их чистоту и проходимость масла. В этих моторах две самые основные проблемы. Это плохая фильтрация масла в картерных газах, из-за чего в масло попадает много нагара, который забивает масляные каналы. И вторая – это пластиковые патрубки охлаждения, которые установлены на задней стороне двигателя. Они часто трескаются после пробега в 200 тысяч км, и бывают случаи их перетирания неправильно закрепленным воздушным фильтром. Я должен сказать, что при перегреве эти моторы лучше не ремонтировать, так как нормальный ремонт произвести очень сложно из-за деформаций, которые возникают не только в головке, но и в блоке. Из положительного, что касается обеих двигателей, они довольно экономичные, и для своего объема у них приемлемая динамика. Также они очень мягко и тихо работают, и порой их не отличить от работы бензинового двигателя. Ресурс двигателя при правильной эксплуатации: 1.4 это 300-350 тысяч километров, 1.6 450-600 тысяч километров. В итоге версии 1.4 с 8 клапанами являются более надежными из-за отсутствия двухмассового маховика и цепи распредвала. Всем спасибо и удачи в выборе!